Главная задача политтехнологов в автократиях – быть абсолютными монополистами в создании инфоповодов. Люди должны смотреть на Кремль как на площадку реалити-шоу и обсуждать только то, что там происходит внутри. А то, что обсуждать не с руки, просто не пойдет в эфир. Особенно это важно во время выборов. Главный кандидат должен быть единственным ньюсмейкером. Все должны обсуждать, как лихо он пошутил в ответ на вопрос журналиста, как выступил на заводе перед рабочими, как подарил ребенку пони, нырнул за амфорами, полетал со стерхами и оголил торс. Тем удивительнее, что чем дальше, тем меньше кого-то вообще волнует предвыборная кампания Путина. Все как будто уже за него могут с журналистами разговаривать. Наперед знают каждый его фокус. Зато все больше внимания и обсуждения вокруг Екатерины Дунцовой. Это журналистка из Ржева, человек со скромным политическим опытом, она была лишь депутатом Ржевской городской думы, но зато человек с очень понятной программой. Давайте вернемся в мир, давайте вернем нормальность и будущее для наших детей. Сначала на нее вообще не обращали внимания. Сначала это был, чуть ли не анекдот. Но тут бабах! И вот все ее гуглят, все о ней пишут. Откуда-то взялась команда, которая по всем формальным нормам провела формальное выдвижение. И теперь кажется, что перед нами прям настоящий кандидат. Причем риторика кандидата такова, что для администрации президента она явно не меньше сюрприз, чем для нас. Никаким согласованием тут даже не пахнет. Мы знаем, как выглядят согласованные кандидаты, и Дунцова точно не одна из них. Не нужно быть великим политологом, чтобы понимать, что в нормальной ситуации такого не бывает. Не бывает в нормальной ситуации, что человек с нулевой узнаваемостью, безо всякой, не то что электоральной, но даже политической предыстории, возьмет и заявится на президентские выборы. И начнет в этом преуспевать. Что человек этот станет стремительно обрастать сторонниками, у него вдруг образуется штаб, и все на свете побегут гуглить, кто он такой. Что сама заявка на участие зарядит неподдельным энтузиазмом так много людей. На главные персональные выборы в большой стране обычно идут другие кандидаты. Либо очень опытный публичный политик, который уже несколько раз успешно пробовал свои силы на серьезных выборах. Был мэром большого города, губернатором региона или известным депутатом. В нашем случае, например, мэр Москвы Сергей Собянин. Либо большой чиновник, многолетний министр, переживший несколько администраций. У нас, например, Лавров бы пошел. Либо в крайне редких случаях большая звезда, всем известная помимо политики. Как, например, в США Дональд Трамп. Конечно, бывают исключения. Владимира Путина до августа 1999 года знало примерно столько же людей, сколько знала Екатерину Дунцову в начале декабря. Но то особый случай. Из никому неизвестного аппаратчика Путина делали отца нации солидарными усилиями всего центрального телевидения. Обычно, если на большие выборы заявляется кандидат, которого надо специально гуглить, то резона к этому может быть два. Либо человек хочет по каким-то своим причинам получить дополнительную узнаваемость, или просто ему так нравится, или бизнес ему нужен. Просто ему надо оказаться в заголовках СМИ. Либо это молодой политик, которому нужно потренироваться в настоящей большой кампании, получить доступ к аудитории, накопить опыт организации штаба, агитации и дебатов. А потом вернуться через один или несколько циклов уже совсем не ноунеймом. Но это когда ситуация нормальная, когда существует легальная политическая конкуренция, когда проводятся честные выборы, где есть понятные кандидаты, претендующие на избрание. В России же грядет нечто иное. В России система хочет показать себе и всем вокруг, что она контролирует ситуацию. Что граждане, если и не заходятся в каком-то немыслимом восторге от происходящего, то, по крайней мере, точно не против. Что война не стала для системы фатальным ударом, а даже укрепила ее позиции. Что найдена какая-то точка стабильности, которая устраивает плюс-минус всех. Эту игру бюрократия планирует провести сама с собой. Искомые результаты объявлены заранее и спущены по вертикали. В этой игре не должно быть посторонних. Ни избирателей, которые обычно не приходят на такие игры, ни тем более кандидатов. И никаких экспериментов, никакого яркого шоу. Пятничным вечером Путин между делом, будто сигарету стреляет, объявляет о своем выдвижении. Далее следует несколько формальных процедур, каждая скучнее партийного съезда брежневских времен, и вуаля! За 90 дней до даты голосования ни одна из партий парламентской оппозиции не выдвинула своего формального кандидата и не начала кампании. За считанные недели до главного в стране голосования сказать о нем совершенно нечего.
то, что имеет отношение к предстоящей электоральной процедуре, стараются делать как можно более незаметно. И понятно почему. Потому что никакой уверенности в том, что все пройдет гладко и по плану, на самом деле нет. Дело ведь не только в результатах социологии. Дело в том, что прямо сейчас вы всем составом правительства при содействии антимонопольной службы удерживаете цены на яйца. Если настолько смехотворную тему вы поднимаете на федеральный уровень, значит, явно пугаетесь собственной тени. Боитесь расплескать драгоценный консенсус. И правильно вообще-то делаете, что боитесь. Где-то рядом ходит как минимум 15, а скорее и 20% тех, кто против всего происходящего. В первую очередь против войны с первого ее дня. Эти люди больше не пишут в соцсети и не ходят на митинги. Угроза уголовного срока, как за двойное убийство, сделала свое дело. Но они точно никуда не делись. И их настроение со временем лучше не стало. 15-20% – это вообще-то под 30 миллионов человек. Это достаточный электорат для большой влиятельной партии. И эти голоса с самого начала есть у любого кандидата, который внятно скажет самую очевидную вещь. Все происходящее ненормально. Война, затеянная, чтобы один старик мог просидеть в кресле еще несколько лет, это ненормально. Около 100 тысяч гробов, приехавших в страну с фронта, ненормально. Жизнь в постоянном страхе, что произвольному товарищу майору попадется на глаза твой пост 3-годичной давности, и ты внезапно будешь объявлен экстремистом и уедешь на Колыму. Это ненормально. Похмельный бред, который производит ртом начальство. Разглагольствование о чужом размножении и сексуальной активности, коим всецело заняты публичные политики. Агрессивная неадекватность, заполнившая публичное поле. Так вообще-то быть не должно. Не должен сын главы субъекта федерации избивать под камерой человека в тюрьме и получать за этот подвиг орден за орденом. Не должно такого быть, чтобы одного из самых талантливых русских писателей объявили вне закона. Неважно даже, каковы ваши базовые взгляды. Неважно, читаете вы «Медузу» или РИА Новости. Просто очень трудно так вывернуть свой мозг, чтобы считать нормальным все, что происходит сейчас в нашей стране. Так что сейчас любой кандидат, который открыто и публично называет черное черным, сходу становится суперпривлекательным и суперэксклюзивным предложением для миллионов граждан. Как минимум для тех 15-20%, что были против с самого начала войны. И это мы еще слабо представляем, сколько людей изо всех сил старались не замечать происходящее, но задолбались к концу второго года. Мы слишком долго находимся в ситуации, где самый большой дефицит – элементарная адекватность. Просто русская речь, не сотканная из нелепицы, людоедства, похоти, одноклеточного юмора. Вот просто обычная русская речь. Она уже звучит как песня. Определенная политическая ориентация, экономическая программа, проект реформ, миллионы долларов на оплату экспертов и технологов. Да забудьте, этого ничего не надо. Когда встреча президента с главами парламентских фракций – это рассуждение, кого бы выпороть за то, что президент ходит без шапки, оппоненту не обязательно быть Джорджем Вашингтоном. Если ты самостоятельно получил для водительских прав справку у психиатра, то ты уже наш президент. Ты лучше их всех. Публичная политика в России доведена до такого, что стать важным актором может даже человек без биографии. Единственный параметр для кандидата – быть человеком, говорить совершенно очевидные вещи, не пускать пену ртом, не бухать запойно, не ржать над чужими смертями. Когда у вас один сплошной лепрозорий, не так-то сложно на его фоне выглядеть идеальным кандидатом. И это, конечно, проблема для власти. Потому что такой кандидат может внезапно попасть в потребность не только тех, кто его осознанно ждал, но всех, кто его впервые увидел. Такой кандидат неожиданно может собрать на себя голоса россиян, которым просто надоело. По разным причинам. Кто-то устал от войны, кому-то не понравился рост цен, а кто-то раздражен, что Зюганова третий десяток лет выдают за альтернативу Путину. В случае появления человеческого кандидата может сыграть в обратную сторону и тактика ускучнения кампании, превращения ее в чисто бюрократическое предназначение, где ни один из статистов не может развлечь публику. Представьте себе, что у вас не просто единственный кандидат, который говорит что-то адекватное, но единственный, который вообще хоть что-то говорит. Ведь традиционная массовка спойлеров до того запугана, что не в состоянии даже не то что изобразить из себя оппонентов инкумбенту, а о выдвижении своем заявить даже не может. Все эти факторы в совокупности делают ситуацию совершенно уникальной.
а Екатерину Дунцову из ноунейма неожиданно реальным кандидатом. Это объясняет тот уровень воодушевления, который сопровождает ее кампанию фактически с момента анонса. Потому что она, пусть и не имеет серьезной политической биографии за плечами, но, очевидно, попадает в запрос. Причем в запрос самый разнообразный. Начиная от антивоенного и заканчивая тем, что вообще-то выборы должны быть похожи на выборы. Не должны остальные кандидаты клясться в верности своему типа оппоненту. Людям внезапно может понравиться, что кто-то действительно ждет от них поддержки. Что для кого-то они не строчки в отчетности, которые должны зачем-то явиться на процедуру с заранее предрешенным результатом. Что кто-то российского избирателя считает человеком, а не откровенно и демонстративно презирает. Да, пока мы говорим о сугубо гипотетической ситуации. Штабу Дунцовой предстоит невероятная по сложности задача – сбор 300 тысяч подписей не менее чем в 40 регионах страны. Это задача, которую никто и никогда не выполнял в России честно. Вообще никто и никогда без рисовки не собирал подписи в масштабе страны, как минимум последние 20 лет точно. Эту задачу придется выполнять в условиях, когда любая политическая активность, даже совершенно легальный сбор подписей для кандидатов в президенты, пугает людей, даже если и не несет никакой реальной опасности. Когда все независимые структуры уничтожены, а опытные в организации штабов люди почти поголовно за границей не могут помочь. Когда людям будет предложено оставить свою фамилию и паспортные данные и расписаться в том, что они не поддерживают ни Путина, ни все происходящее в стране. Но нужно всего 300 тысяч. И с другой стороны, мы видели, как это работает. Сам по себе сбор подписей может стать избирательной кампанией. К сбору подписей за независимого кандидата может быть даже больше внимания, чем к самим выборам. Наблюдать за очередями желающих легально выразить свое отношение к начальству может быть гораздо интереснее, чем за ленивым словоблудием главного кандидата. Это важно с точки зрения всеобщей политизации. Мы, конечно, знаем все про нашу избирательную систему и понимаем, что Екатерину Дунцову могут не допустить в бюллетень, даже если невозможно свершится, и штаб ее сможет собрать и оформить 300 тысяч подписей. Но все не так просто с этим. И мы не знаем, о чем будут думать те, кто могут нажульничать, как они станут взвешивать риски. Не знает никто и не узнает, пока не будет принято решение. Возможно, они посчитают, что кандидата, который реально устроил кампанию сбора подписей и совершил невозможное, эти подписи собрав, проще допустить до выборов, чем допустить протесты. Что зарегистрированный кандидат, через которого недовольные спустят пар, лучше, чем кандидат от народа, которого сняли по беспределу. Возможно, они решат, что сейчас не до жиру, быть бы живу. И Путин сейчас в таком состоянии, что только Зюганов и Слуцкий ему оппоненты. Возможно, из тех же соображений решат наоборот. Дескать, нельзя сейчас Белоснежке выигрывать у 7 гномов. Ведь есть вполне реальный шанс непризнания результатов выборов большей частью развитого мира, например. Значит, миру нужно показать хоть какую-то конкуренцию. Не будем сейчас заниматься гаданием, это бессмысленно. Главное сейчас вот что. Совершенно внезапно и из ниоткуда в России конца 23 года, когда казалось, что все окончательно вытоптано и закатано в асфальт, появилась Екатерина Дунцова. Кандидат от партии «Вменяемая Россия». Кандидат, выступающий с наших с вами позиций. За мир и за нормализацию жизни. Еще месяц назад, когда она только объявила о себе, все это казалось шуткой. Ну да. Журналистка из Ржева решила поконкурировать с Путиным в системе, построенной на невозможности с ним конкурировать. Сейчас все это уже совсем не выглядит как шутка. Вокруг Екатерины Дунцовой образовалась команда. Люди азартно гуглят фамилию, услышанную впервые в жизни. Судя по скорости разворачивания кампании, мы с вами вполне можем недооценивать масштаб запроса на возвращение к нормальности. Мы вполне можем недооценивать потребность людей открыть форточку и проветрить Россию от производимого Путиным и компанией смрада с привкусом мертвечины. Я специально не обсуждаю тут персональные качества Дунцовой и ее качества как политика и кандидата. Потому что это не так-то уж и важно на самом деле сейчас. Такие кандидаты ценны не сами по себе, они ценны как инструмент в руках общества. Но что касается самой Дунцовой, то нужно как минимум признать ее выдающуюся храбрость и отвагу. Власть в России сегодня удерживают не просто жулики и воры, ее удерживают убийцы. Убийцам этим отступать некуда, для них власть и жизнь – это одно и то же. Они много раз показывали, что не остановятся ни перед чем. Открыто бросить им вызов, находясь в России, да еще и наступить на самую больную мозоль, зашедшую в тупик кровавую и неправедную войну – это огромный риск.
По мере продвижения кампании и роста поддержки, по мере того, как Дунцова будет становиться все более реальным кандидатом, риски будут только расти. Сложно себе представить, на что решаться в администрации президента, когда вдруг поймут, что избиратель может предпочесть нормального человека кремлевским упырям. И результат придется-таки не подрисовывать, а переписывать полностью, а значит очень сильно рисковать. Главное препятствие, и оно же возможность прямо сейчас, это сбор подписей. Если на организацию штабов, управление, логистику, систему проверки, на все архисложные задачи, которые сейчас будут стоять перед командой Дунцовой, мы с вами никак повлиять не можем, то на сам сбор подписей еще как можем. Мы же понимаем, что у такого кандидата есть 300 тысяч сторонников прямо сейчас. Понимаем. Понимаем, что и 3 миллиона есть. И даже с учетом того, что в одном регионе можно собирать не более 7,5 тысяч подписей, то есть Москвой, Питером и городами-миллионниками не обойдешься, это выполнимая задача. Но задача эта с разгону может натолкнуться на страх, на апатию и внушенное бессилие тех, кто разделяет наши взгляды. Люди, которым нарассказывали баек, как в метро настучали на пассажира, читавшего независимые новости, могут испугаться участвовать даже в малом. Даже не собирать подписи, не работать в штабах, а просто оставить свои данные на листе. Потому что как бы чего ни случилось, как бы никто не узнал, что я на самом деле против, как бы мне это не вылезло боком. Может оказаться, что из миллионов потенциальных участников этого сбора лишь какие-нибудь 100 тысяч россиян найдут в себе силы перебороть страх и апатию. С правящей бюрократией можно играть в процедуры. Можно даже успешно ее переигрывать по правилам, написанным против тебя. И мы это не раз делали даже нашей командой. Но с ощущением беспомощности, захватившим миллионы людей, можно бороться только убеждением. Просто нужно помнить, что за нас никто этого не сделает. Никто нам не даст нормального кандидата, но мы можем попробовать создать его сами. Режим совершенно не заинтересован в том, чтобы помочь нам всем переписаться и увидеть друг друга. Это можем сделать только мы. Электоральная процедура в России пока еще называется выборами. Власти вынуждены проводить ее по формальным правилам, напоминающим выборные. У нас есть 3 месяца, в течение которых легально и легальными методами можно выступать против Путина. Пока все идет хорошо, но главное сейчас не позволить себе и окружающим впасть в уныние. Потому что если мы упустим возможность вложиться в независимую кампанию, как минимум поставив подпись, у нас будут для уныния куда более серьезные поводы. Уже случилось нечто неожиданное. У нас уже есть выдвинутый независимый кандидат на регистрацию. Давайте пойдем дальше. Пусть у нас будет кандидат в президенты. Мы еще не раз об этой кампании поговорим. Как только появятся адреса точек, я сообщу о них. А пока подпишитесь на телеграм-канал Екатерины Дунцовой по ссылке в описании, чтобы читать новости ее кампании. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.